шапочка смотрится на голове. Очень хорошая у нее посадка. Вот такая вот макушечка. Немножко завышенная. Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Вязаные аксессуары. Сегодня мы свяжем с вами вот такую вот облегченную шапочку на теплую осень. Шапочка из 100% мериносовой шерсти. Метраж шерсти 50 граммах 105 метров. Отлично она будет смотреться вот как раз сейчас на такую вот прохладную осень. Но если вы захотите связать потеплее, да, шапочку, можно добавить ниточку мохера, пуханорки, ниточку ангоры. Тоже очень здорово будет. Будет такая утепленная. Вот такой очень у нее простой, интересный узор. Резинка у меня связана лицевая скрещенная, одна изнаночная. Данную модель я вязала на окружность головы 55-57 сантиметров. На нее ушло вот чуть меньше 2 мотков. Вот еще осталось у меня со второго моточка. Поэтому очень экономичный расход у нее. Вязала я ее из пряжи Drops Merino Extra Fine. 50 граммов 105 метров. Вяжется достаточно просто. Я думаю, вы обязательно справитесь. Высота шапочки 23 сантиметра от начала до макушечки. Если вы будете вязать шапку из другой пряжи, другим номером спиц, в данном случае вам нужно будет сделать свои расчеты, связать образец 11 где-то сантиметров на 6 высоту, вычислить сколько сантиметров, вернее сколько петель у вас в 10 сантиметрах, потом сколько в 1 сантиметре. Это количество петель вы умножаете на свою окружность головы. И полученное число вы доводите до кратного 8, так как раппорт узора для данной модели состоит из 8 петель в ширину и 6 рядов в высоту. Так, вот по таким размерам, да, по таким расчетам вы можете вязать из любой пряжи, любым номером спиц. Но если вы вяжете из той же пряжи, что и я, и тем же номером спиц, вы, в принципе, можете опираться на мои расчеты. Для данной модели нам понадобится с вами 2 моточка пряжи. У меня это Drops Merino Extra Fine в 50 граммах 105 метров. Либо пряжа с аналогичным метражом. Так, цвет номер 36, кому интересно. Расход 2 мотка. Спицы номер 3,5. У меня на короткой леске. Ну, я начинаю вязать на короткой леске, но у меня съемная. И на длинной леске 80 сантиметров. На 40 и на 80. Если вы будете использовать короткую леску, в данном случае вам понадобятся еще чулочные спицы для закрытия макушки. Давайте приступим к вязанию. Итак, мы с вами набрали 121 петлю, 120 для основного полотна, 1 петелька для замыкания вязания в круг. Итак, замыкаем вязание. Для этого с левой спицы на правую первую петельку снимаем, а с правой спицы первую петлю на эту набрасываем. Сбрасываем. Ой, аккуратно. Ее нужно сбросить. И подтягиваем, возвращаем на место. И начинаем с вами провязывать резиночку. 1 скрещенная лицевая, 1 изнаночная. Итак, скрещенную лицевую петлю мы провязываем за заднюю стенку. Вот таким образом. Провязали. 1 изнаночная. Изнаночную я рекомендую провязывать классическим способом, чтобы полотно у вас не косило. Опять 1 скрещенная лицевая, 1 изнаночная. Итак, продолжаем до конца ряда. Провязали ряд до конца. Далее можно повесить маркер для определения начала ряда. И далее мы с вами будем провязывать по кругу высоту 5-6 сантиметров резиночку. Провязываем самостоятельно. Давайте еще один рядок вместе провяжем. Итак, лицевая у меня стоит правой стенкой ко мне. И для того, чтобы она у меня была скрещена, я ее провязываю за заднюю стенку. Вот так.
она получается косичкой такой. Вот таким вот образом. Видите? Она уже перед такая косичка. И вот так мы будем с вами провязывать на необходимую высоту нашей резиночки. Высоту 5-6 сантиметров. Провязываем самостоятельно и уже будем провязывать основной узор. Итак, после того, как мы с вами провязали резиночку на необходимую нам высоту, мы переходим с вами к вязанию основного узора. Раппорт узора у нас состоит из 6 рядов и 8 петель. Итак, условное обозначение: это изнаночная петля, лицевая петля. И вот эту вот петельку мы провязываем лицевой скрещенной за заднюю стеночку. Итак, можете сделать скриншот. И давайте с вами начнем вместе провязывать. Итак, первый ряд, первый раппорт. Провязываем сначала одну изнаночную петельку. Провязали. Далее провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Далее мы провязываем лицевую скрещенную. Видите, вот как это. Вот так за заднюю стеночку. 1 изнаночную. Провязали раппорт. Давайте повторим. 1 изнаночная петелька. Далее 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее 2 изнаночные. 1, 2. Лицевую провязываем скрещенной за заднюю стеночку. 1 изнаночная. Провязали второй раппорт. Итак, продолжаем до конца ряда. Провязали первый ряд до конца. Второй и третий ряд мы провязываем с вами как первый. Давайте повторим раппорт. Получается 1 изнаночная петелька. Далее 3 лицевые. 2 изнаночные. Лицевую провязываем скрещенной за заднюю стеночку. 1 изнаночная. Провязали раппорт. То есть мы второй и третий ряд повторяем, провязываем его как первый. Давайте провяжем второй и третий ряд самостоятельно. Итак, ну вот мы с вами провязали 3 ряда нашего раппорта. И у нас 4-й ряд раппорта. Начинаем. Провязываем 2 изнаночные петли. 1, 2. Лицевую провязываем скрещенной за заднюю стеночку. Далее 2 изнаночные. 1, 2. 3 лицевые. 1, 2, 3. Все, провязали раппорт. Давайте повторим. 2 изнаночные. 1, 2. Далее лицевую провязываем скрещенной за заднюю стеночку. 2 изнаночные. 3 лицевые. Провязали второй раппорт. Итак, мы продолжаем с вами провязывать до конца 4-го ряда. 5-й и 6-й ряд провязываются так же, как 4-й. Мы провязываем самостоятельно. Все, продолжайте самостоятельно. Ну вот мы с вами провязали 6 рядов в высоту. И мы с вами провязали раппорт. Вот так выглядит узор. Далее вы повторяете с 1 по 6 ряд на необходимую вам высоту. Провязываем мы самостоятельно. И потом уже будем переходить к убавлениям. Можете сделать скриншот для удобства. И встретимся с вами уже, когда будем делать убавочки. Итак, ну вот после того, как мы с вами провязали на нужную нам высоту, давайте измерим, сколько получилось. Ну, вместе с резиночкой у меня 22 сантиметра высота шапочки. И переходим с вами к убавлениям. Итак, я закончила 6-м рядом раппорта. Сейчас у нас с вами первый ряд раппорта по рисунку. И переходим к убавлениям. Итак, как мы с вами будем провязывать? Провязываем 1 изнаночную петельку. Далее 3 лицевые.
Далее у нас с вами идут, мы должны провязать с вами 2 изнаночные петли. Итак, мы с вами вот эти 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали. Ой, секундочку. Провязали. Далее лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Провязали раппорт. Давайте повторим. Итак, провязываем с вами 1 изнаночную петлю. Это второй раппорт мы с вами начали. 1 изнаночную. Далее 3 лицевых. Далее 2 вместе изнаночной. Далее лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Провязали второй раппорт. Итак, мы будем продолжать с вами до конца ряда. Еще раз повторяем. 1 изнаночная, 3 лицевые. Далее 2 вместе изнаночной. Провязали. Лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Итак, мы продолжаем до конца ряда. Второй ряд убавлений. Смотрите, в начале ряда мы провязываем 1 изнаночную. Далее мы ее провяжем потом вместе еще изнаночной с петлей, которая в конце ряда. Итак, провязали 1 изнаночную. Далее 3 лицевые. Далее 1 изнаночная. Следующую петлю провязали лицевой скрещенной. 2 вместе изнаночной. Провязали. То есть мы здесь провязываем последнюю петельку раппорта с первой петелькой раппорта вместе изнаночной петлей. Давайте повторим. Так, 3 лицевые петельки, 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 вместе изнаночной. Там, где у нас 2 изнаночные рядышком, мы их провязываем 2 вместе изнаночные, чтобы не запутаться в этом ряду. Так, давайте еще раз повторим. Провязываем 3 лицевые, далее 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 вместе изнаночные. То есть в этом ряду мы с вами делаем убавление в изнаночных петлях. Там, где 2 изнаночные петельки, мы их провязываем вместе. Так до конца ряда. Итак, смотрите, ну вот мы подошли к концу второго ряда. Мы с вами, вот 1 петля у меня осталась изнаночная, да, в конце ряда. Я провязала лицевую скрещенную, и вот 1 изнаночная. И нам нужно теперь будет ее провязать вместе изнаночной петлей. Вот с первой петлей, которую мы провязывали, первой петлей ряда. То есть я вот таким образом сейчас возьму и провяжу их вместе изнаночной. Все. И повесим маркер. Мы сместили немножко начало ряда, но это как бы не суть важно. В данном случае нам нужно было провязать 2 вместе изнаночной петлей. Итак, дальше смотрите, как мы будем делать убавление. Третий ряд. Мы будем убавление делать вот в 3 изнаночных петлях. Мы заводим спицу слева направо под во вторую и первую лицевую петлю, снимаем их не провязывая, провязываем 3-ю и протягиваем через 2 снятые. То есть мы с вами провязываем 3 вместе лицевой. Средняя петелька у нас с вами сверху получается. Далее 1 изнаночная. Сейчас, секундочку. Лицевая скрещенная, 1 изнаночная. И опять повторяем. Провязываем 3 вместе лицевой петлей. Заводим спицу правую слева направо во вторую и первую петлю. Снимаем их не провязывая на правую спицу. 3-ю петлю лицевую провязываем и протягиваем через 2 снятые. Убавили. Далее провязываем изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную. И опять мы сейчас будем с вами повторять. И так мы продолжаем до конца ряда. Итак, провязали ряд до конца. Далее мы с вами будем делать убавление, провязывая лицевую и изнаночную вместе лицевой петлей.
с наклоном влево. Так как у меня лицевая стоит правой стенкой ко мне, я ее разворачиваю и изнаночную тоже разворачиваю и провязываю вместе лицевой с наклоном влево. Все, убавили. Это у нас скрещенная лицевая петелька. В данном случае мы ее тоже разворачиваем вместе с изнаночной и провязываем вместе лицевой петлей с наклоном влево. И так мы будем делать с вами убавочки до конца ряда. Разворачиваем петельки левой стенкой к нам и провязываем их вместе лицевой петлей с наклоном влево. Закончили ряд до конца. В следующем ряду мы с вами провяжем все петельки лицевыми по рисунку до конца ряда. Если у вас уже минимальное количество, да, петель осталось, вы можете уже, в принципе, стягивать макушку. Но так как у меня достаточно еще большое количество петель, я провяжу ряд просто лицевыми петельками, а в следующем ряду мы еще раз с вами убавим, провязав по 2 вместе лицевой петлей, и будем стягивать макушку. Вот я провязала ряд до конца, и далее я провяжу по 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Просто все петельки провяжу по 2 вместе. Так продолжаем до конца ряда. Ну все, мы с вами закончили убавление. Далее отрезаем нить, берем иголочку и переносим все петли на иглу и стягиваем макушку. Вот таким образом. Все петельки переносим на иголочку. Далее выворачиваем нашу шапочку на изнаночную сторону и стягиваем макушку. Аккуратно подтягиваем. И далее проходимся еще вот через эти петельки, сейчас, которые стягивали, пару кругов. Тем самым мы хорошо зафиксируем нить и заполним эти петельки. Вот таким образом. Ну вот наша шапочка готова. Далее делаем влажно-тепловую обработку. Стираем при температуре воды не выше 30 градусов. Я стираю руками, стираю с лаской для шерстяных и деликатных изделий. Аккуратно прополаскиваем, не выкручиваем. Можно отжать в чистое полотенчико и выкладываем на ровную поверхность вот в таком виде. Периодически изделие переворачиваем до полного его высыхания. Шапочка у нас вся выровняется при стирке, все петельки ровно лягут. И далее, когда она у нас высохнет, прячем все кончики и носим с удовольствием. Так, давайте измерим, сколько она у нас получилась. 23 сантиметра в высоту. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления о новых публикациях, пишите комментарии. Если видео понравилось, ставьте лайк. Всем всего доброго и ровных 7 петелек.